Всем привет, девчонки! Добро пожаловать на T-Gym, и я продолжаю помогать вам в построении вашей программы тренировок в тренажерном зале. Сегодня мы обговорим план тренировок для среднего уровня нагрузки. В прошлом ролике с тренировками для новичков, для начального уровня, мы подготавливали ваше тело, ваши мышцы к нагрузке, учили технику выполнения упражнений и, конечно же, вырабатывали вашу выносливость. Со временем такой нагрузки вам станет мало, поэтому нужно добавлять более сложные упражнения, тем более вы к этому уже готовы. Но если вы ранее ходили в тренажерный зал, но не знаете, с какой программы начать, с новичков или среднего уровня, то начинайте с среднего уровня нагрузки. Если вы почувствуете, что эта нагрузка для вас все-таки тяжеловата, то вы всегда можете вернуться к начальному уровню. В моей программе для среднего уровня мы также работаем по принципу круговой тренировки, когда за одно занятие мы тренируем все ваше тело. Но в этот раз упражнения будут гораздо сложнее, и мы будем использовать больше свободных весов, так как ваше тело уже более подготовлено и привыкла к правильному положению, к правильной технике. Вам также будет достаточно 3 дней в неделю на походы в тренажерный зал. Обязательно не забывайте про дни отдыха между ними. Кстати, если вам было интересно, именно по этой программе я сейчас и тренируюсь. Отличие между вами может быть, конечно же, в количестве повторений, так как цели у нас могут быть с вами разные, и, конечно же, в дополнительном весе, который я использую. Этот план тренировок является шаблоном, и в зависимости от вашей цели вы будете менять показатели. Если вы пришли в тренажерный зал с целью похудеть и подтянуть ваши мышцы, то вам необходимо выполнять многоповторные упражнения 30-25 повторений с использованием среднего соответствующего веса. Для тренирующихся на мышечную массу мы берем, конечно же, веса побольше и выполняем меньшее количество повторений – 15-8. Я думаю, что вы уже знаете об этом, поэтому давайте поскорее приступим к первому дню нашей тренировки. Разминка – обязательная часть вашей тренировки, и именно с нее мы начинаем занятие. Вы также можете усложнить ее уровень, добавив бег на месте, прыжки, чтобы поднять пульс и подготовить сердечно-сосудистую систему. Подготавливаем спину к гиперэкстензии. Первый подход, как всегда, разминочный, без веса. А вот в следующих 3 можно взять блин. С дополнительным весом вы усложните нагрузку и начнете еще больше укреплять мышцы поясницы. Не забывайте про технику, особенно когда начинаете работать с дополнительным весом. Не переразгибайте поясницу при подъеме. Приступаем к первому базовому упражнению – приседанию со штангой. Ваши мышцы окрепли, и ранее на тренажерах вы привыкли к правильному положению. Разомнитесь с первым подходом. Снимите гриф со стоек и положите его на трапеции. Отводя таз назад с ровной спиной, опуститесь чуть ниже параллели с полом. Обратите внимание на носки и колени. Они смотрят в одном положении. С выдохом поднимитесь. Это довольно сложное упражнение, у меня есть отдельный ролик о технике. Посмотрите его обязательно, если впервые выполняете это упражнение. После приседаний мы приступаем к выпадам с гантелями. Разминаемся уже с весом. Вы уже должны быть знакомы с техникой этого упражнения. Важно держать равновесие и не делать резких движений при работе с весом. Даже если вы поднимаете гантели с пола, делайте это медленно и с ровной спиной. Переходим к упражнениям наверх тела. Такое базовое упражнение, как подтягивание, всегда делается первым, так как оно задействует спину и забирает больше сил. Старайтесь прогрессировать в весах только при условии выполнения упражнения с правильной техникой, и если вы выполняете необходимое количество повторов. Не забывайте, что в подтягивании мы поднимаем себе мышцами спины в первую очередь. Старайтесь мысленно отключать руки. Далее мы направляемся к скамье и берем с собой гантели. Лучшее базовое упражнение, которое должно быть в вашей программе, это армейский жим. Оно может показаться довольно тяжелым, если вы делаете его впервые, но как раз потому, что здесь опять в работу включаются мышцы-стабилизаторы. Сидя на скамье с небольшим прогибом, осторожно поднимите гантели над головой. Они должны быть на одном уровне и двигаться одновременно. С выдохом выжмите гантели вверх до неполного разгибания в локтях. Чуть медленнее опустите их до уровня ушей, при этом лопатки должны быть сведены. Если необходимо, меняйте гантели в подходах на более тяжелые. Чтобы в полной мере задействовать мышцы груди, в следующем упражнении лягте на скамью и выполните жим лежа с гантелями. Проверьте положение, небольшой прогиб в пояснице, ноги в упоре. С выдохом мы резко выводим гантели на уровень верха грудных мышц и со вдохом опускаем согнутые в локтях руки, при этом раскрываем грудную клетку.
Кстати, небольшой совет. Обычно мы проверяем свою технику, смотрясь на себя в зеркало. То есть линия позвоночника у нас уже искривляется. Лучше всего так не делать. Я советую вам поставить телефон и снять себя на камеру. Потом, когда вы выполните один подход, посмотрите на себя, сравните с правильной техникой выполнения, и вы уже будете понимать, что вам необходимо изменить в вашем положении. В заключении этой тренировки проработайте пресс на фитболе. Один из лучших вариантов, как можно прочувствовать эти мышцы. Здесь важна техника. Поместите мяч на уровень поясницы, ноги в упоре, руки за головой. С мощным выдохом поднимите корпус и почувствуйте сокращение мышц пресса. Задержавшись на секунду в верхней точке, чуть медленнее опускайтесь вниз. Это упражнение не легкое, но безумно эффективное. Завершаем тренировку и отправляемся на кардиотренажер. Если у вас по плану кардио, помните, не более 30 минут или заминка 15-10 минут, а потом немного упражнений с растяжкой. После дня 2 отдыха у нас с вами следующая тренировка. К этому времени ваша крепатура, боль в мышцах должна пройти. Даже если она есть, ничего страшного, отправляйтесь на тренировку. Таким образом ваши мышцы будут разрушаться, и с каждой последующей тренировкой вы будете получать больше результата. Ну а если вдруг в какой-то момент вы заметили, что ваша крепатура пропадает, у вас ничего не болит после тренировки, это совсем не значит, что вы не получаете результата от нее. Это как раз первый звоночек о том, что ваши мышцы привыкли к этому весу, который вы используете в упражнениях, или к самим упражнениям, что вам легко их выполнять. Это как раз знак о том, что вам нужно добавлять больше веса в ваших упражнениях, конечно же, в зависимости от повторов, которые вы используете, но также вы должны менять некоторые упражнения в своей программе, базовые или изолированные, хотя бы раз в 1,5-2 месяца. Выполнив 5-минутную разминку для всего тела, идем на гиперэкстензию. Да, снова. На каждой тренировке вы обязательно должны разогревать спину, ведь у нас много базовых упражнений с осевой нагрузкой. Первый разминочный и 3 подхода с весом. И первое базовое упражнение – это становая тяга. Если вы впервые будете выполнять это упражнение, попробуйте прочувствовать технику и сделать его с бодибаром или легким грифом. Возьмите гриф с пола хватом на ширине плеч и выполните приседание с ровной спиной. Гриф должен идти близко к ногам. Прямой спиной поднимитесь вверх с выдохом. Для тех, кто выполняет эту программу и эти упражнения впервые, первые 2 недели, как и с приседанием, я советую выполнять эти упражнения с олимпийским грифом. Только потом, как только вы будете на 100% уверены в технике, можете добавлять блины. Отдохнув после становой 3-4 минуты, готовимся к следующему упражнению. Ягодица лучше всего прорабатывается при максимальной амплитуде, поэтому далее мы выполняем приседание колодец с гантелью. Для этого ставим 2 скамьи или платформы рядом. Берем гантель и становимся на скамейке ногами. Опускаемся максимально низко вместе с гантелью, сохраняя ровную спину. Если у вас начинает клевать, то есть круглиться копчик, остановитесь до этого момента, поясница должна быть с природным прогибом. Следующее упражнение на широчайшие спины и бицепс. Тяга штанги к поясу. Ноги на ширине плеч, колени немного согнуты. Возьмите гриф хватом ладонями кверху. С выдохом подтяните гриф к поясу. Важно не разводить локти в стороны, сводить лопатки и выталкивать грудную клетку вперед. При поставленной технике со следующими подходами добавляйте блины. У нас остается проработать грудь и трицепс. Для этого мы берем одну гантель и ложимся на скамью. Взяв гантель 2 руками и расположив ее по центру груди, мы поднимаем ее вверх. С подъемом мы делаем выдох и чувствуем напряжение мышц. Нашу вторую тренировку мы завершаем заминкой на беговой дорожке. Выберите для себя день отдыха от кардионагрузки. Используйте тренажер только для плавного выведения пульса в пределы нормы и сделайте пару минут упражнения на растяжку мышц. Далее у нас 3-я тренировка недели. Давайте посмотрим, что же я для вас подготовила. Разминку вы можете сделать, конечно, на беговой дорожке, взбодриться, поднять пульс, побегав 5 минут, но разогрев суставов и связок обязателен. Именно поэтому, когда вы на холодную начинаете выполнять упражнения с весом, вы получаете травмы. После разминки у вас гиперэкстензия, 4 подхода без веса и с блином, и только потом переходим к базе. Приседания я считаю одним из лучших
лучших упражнений для развития красивых ног и ягодиц, поэтому оно у нас 2 раза в неделю. Разминаемся с пустым грифом и только потом добавляем вес. Следующее упражнение после приседания – это румынская тяга для растяжения ягодичных мышц и укрепления поясницы. Это упражнение очень похоже на становую тягу, которую вы делали на прошлой тренировке, но здесь вы не садитесь в присед. Колени могут быть слегка согнутые, но спина обязательно должна быть прямой. Все движение осуществляется за счет отведения таза назад. Пробуем с пустым грифом, и если чувствуете, что вам легко и вы уверены в своей технике, добавляйте блины. Не забывайте, что последние 5 повторений упражнения должны даваться тяжело, поэтому подбирайте вес в зависимости от необходимого количества повторов и ваших сил. Переходим к верху, тяга верхнего блока для спины. Мы уже выполняли это упражнение в плане для новичков, и оно не слишком тяжелое. В каждом из наших упражнений важно не просто выполнение на счет, а чувство каждого движения. Тянитесь грудной клеткой к рукоятке, сводите лопатки и дышите. Всегда при усилии напряжения мышц мы делаем выдох через рот, и при расслаблении и растяжении мышц вдох через нос. В следующем упражнении осталось проработать грудь и трицепс. Для этого выполним отжимания от брусьев, которые в свою очередь выполним на гравитроне. Тут работает та же схема. Чем больше вес в блоке, тем легче выполнять упражнения. Выбирайте вес, подходящий для вашего количества повторов. Поставив колени на упор, возьмитесь за рукоятки. С вдохом опуститесь вниз до сгибания локтей в 90 градусов. При этом локти не сводятся к центру за спиной, они должны идти вдоль вашего корпуса. В следующих подходах постарайтесь увеличить вес, но не всегда это будет. Некоторые упражнения могут даваться довольно тяжело, поэтому важно какое-то время делать их с одним весом, пока мышцы не окрепнут, а уже потом можно повышать нагрузку. Завершаем тренировку упражнением на пресс. Это может быть поднятие ног в тренажере с упором. Постарайтесь усложнить и это движение, поднимая уже ровные ноги. Упор на локти делайте жестким, чтобы плечи не проваливались. Задерживайте ноги на пару секунд вверху и не используйте инерцию, не расшатывайте ноги, опустив их вниз, сразу поднимайте наверх. Далее идем на дорожку, можете также выбрать эллипс и выполняйте кардио 20-30 минут. Не забудьте о растяжке мышц после. Кардиотренировки 20-30 минут вы, конечно же, можете делать обязательно после вашей силовой тренировки, как я это говорила в плане для новичков. Но, конечно же, со временем, когда ваша выносливость и натренированность вырастет, раз в неделю я предлагаю вам добавлять еще одну 4-ю тренировку, помимо ваших 3 силовых в зале. Это может быть короткая 20-минутная и высокоинтенсивная тренировка без использования дополнительного веса по типу табаты. Такие тренировки можно выполнять как в тренажерном зале, так и в домашних условиях, потому что вам не потребуется никакого инвентаря. Самое главное, что такие тренировки лучше всего разгоняют ваш метаболизм, улучшают вашу выносливость, и ваши основные тренировки, 3 силовые тренировки в зале, даются вам еще легче. Пример такой тренировки у меня уже есть на канале, обязательно попробуйте, вообще почувствуйте свои силы, на что вы способны. И в марте у меня будет целый комплекс, состоящий из 12 таких тренировок, так что не пропустите. Не забывайте важное правило: женский тренинг обязательно должен быть с переменной нагрузкой. Это зависит от ваших критических дней. Первые 2 недели женский организм ощущает прилив сил, и вы способны на более интенсивные и сложные тренировки. Как в моем примере я говорила, что каждое упражнение мы выполняем по 4 подхода. Следующие 2 недели после овуляции следует снизить нагрузку, поэтому я предлагаю вам делать не 4 подхода к каждому упражнению, а 3. Ну и, конечно же, если первые 3-4 дня ваших критических дней выпали на вашу тренировку, то ничего страшного, мы просто убираем нагрузку на низ вашего тела и, конечно же, на мышцы пресса. В этот день работайте только над верхом, над спиной, руками и грудью. Если у вас есть вопросы по этому плану тренировок, обязательно задавайте их в комментариях, и не забудьте проверить описание под роликом, потому что там обычно очень много полезной информации. Также не забывайте добавлять этот ролик в свой избранный плейлист, чтобы вы не потеряли свой план на следующие несколько месяцев. И, конечно же, делитесь этим роликом в соцсетях со своими друзьями, которым тоже сложно составить план тренировок в тренажерном зале. Ну а я вас жду уже на следующем ролике, где мы рассмотрим план тренировок для высокого уровня нагрузки. Я покажу и расскажу вам, как распределить мышцы по группам, чтобы
чтобы тренировать их по системе сплит. Я покажу вам, как выполнять упражнения в системе дроп-сетов, чтобы больше напрягать ваши мышцы и получать еще большие результаты. Но я вам желаю успехов в ваших тренировках, не ленитесь, и только тогда будет результат. Всем удачи, пока-пока!